Что уже идет к финалу? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Мои хорошие, мне сразу же показана, не очень хорошая история, да, поэтому послушайте меня внимательно. Помимо того, что в очередной раз, да, довольно часто у нас сигнификацией выпадает то, что вы сами человек с большой интуицией, либо же какие-то способности магического плана у вас есть. На самом деле на ком-то из вас есть магическое воздействие на вас, на самом. Это очень четко показано, да, потому что это может проигрываться у вас как либо черная полоса, когда ни в чем не везет, за что не беретесь, вот какие-то неудачи, можете попадать в какие-то постоянные нелепые ситуации, да, какие-то неприятности, даже по мелочам. Здесь могут быть проблемы с женщинами, хотя, в общем-то, вы самодостаточный человек, но вот как-то, не клеится. Вот вроде бы деньги есть, все есть, дом есть, да, то есть не где-то там под забором живете, а вот как-то все не везет. Здесь могут быть проблемы по здоровью, причем это может быть, знаете, как даже... Допустим, вы обследовались у врача, у разных врачей, да, там анализы сдавали. Врачи ничего не находят, а вы можете чахнуть, вы можете чувствовать какое-то бессилие, вы можете вставать как утром, как выжатый лимон, да, либо какие-то другие симптомы, у всех по-разному. Здесь могут проигрываться еще у кого-то финансовые проблемы. Да, вроде бы вы такой человек, который, опять же, это общий расклад, я разные варианты рассказываю. Да, кто-то крепко стоит на ногах 100%. Но есть те, которые вроде бы вы всегда были любимчиком судьбы, вроде бы у вас всегда все получалось. Вы могли с легкостью заработать деньги, потому что скорее всего, либо же вы руками что-то умеете делать, да, может быть, вы там чинить, строить, в таком рабочей профессии довольно неплохо освоили, да, то есть вы всегда можете подзаработать, подработать, но как-то даже эти подработки у вас то ли все не клеются, клиенты отпадают, ничего не получается. То есть вы как-то можете вот в финансах пойти в минус. Поэтому обратите внимание, это может быть просто влияние именно этой самой магии. Поэтому добро пожаловать на диагностику, у кого проигрываются такие моменты. Вы человек, который очень любит комфорт, да? Не всегда у вас получается создать этот комфорт, потому что, знаете, вам, наверное, все-таки комфортнее всего, когда с вами есть рядом любимая женщина. Поскольку я сейчас не вижу такой женщины, которая действительно для вас была бы важной, ценной. У кого-то может проиграться, что вы мечтаете о такой, да, у других же может быть вообще вам сейчас не до женщин, потому что, банально, черная полоса неудачи, да, тем более, если это какие-то болезни, финансовые проблемы, то, какая женщина, да, тут хотя бы с делами разгрестись, там, да, с какими-то, еще могут быть у кого-то из вас проиграться проблемы, либо же с родственниками, может быть, родители болеют, там, либо дети. Поэтому ваше все внимание, силы как-то направлено именно туда, на помощь своим близким, да. И плюс финансы. Еще из-за этого может нам показывать, что у вас какие-то финансовые проблемы, просто потому что вы, не успеваете зарабатывать деньги, может быть, вы на лекарства тратите, да, на какие-то еще расходы, на какие-то там предметы, да, первой необходимости. То есть вот такие как бы две группы, да, кому-то не до женщин, а кто-то хотел бы, но в принципе пока такой ценной женщины, которая так цепанула бы ваше сердечко, пока вы не видите в своем окружении. Хотя вы, может быть, даже делаете какие-то поползновения, какие-то знакомства, да, у кого-то показано, что, может быть, даже есть
выбор, да, вроде бы и женщин вокруг много, а такая вот, с которой можно было бы строить семью, либо же серьезные отношения, вот нет. Может даже, кстати, у кого-то проиграться, что вы работаете либо в женском коллективе, либо там, где очень много женщин. То есть у вас коммуникация с женщинами происходит однозначно и очень много. Но поскольку вот вы как император, да, сильный мужчина, у вас выбор очень такой, знаете, рациональный. Вы очень сильно обдумываете, да, вот вы никогда не будете совершать какие-то такие необдуманные поступки, да, и тем более вступать в отношения, ну так, мгновенно, с первого взгляда, да, вот увидел и все, и влюбился. Вот как-то вы даже, наверное, влюбляетесь по жизни, как-то это осознанно, обдуманно, вы не спешите, вы не торопитесь, да. Тем более вот даже мне показано, что, ну опять же, это скорее такой привет из прошлого, вы очень боитесь потерять контроль еще над своей жизнью, над своими чувствами, если вы влюбитесь, да. Но обычно сильные мужчины, да, самодостаточные, вот которые действительно императоры такие, да, вот как вы у нас часто выпадаете в сигнификации, боятся, может быть, дать слабинку, вы, может быть, боитесь показать, вот, ну, я в общем сейчас описываю, да, показать женщинам, что вы влюблены, да, потому что кто-то боится манипуляций, кто-то боится там еще каких-то моментов, да, ну, то есть для вас это может быть еще, вот проявить свою любовь, это как показать слабость почему-то. Но на самом деле вот показано, что вы человек семейный, вам очень хочется семьи, да, вот в глубине души. Вы, в общем-то, не против, ну так, на будущее, да, на перспективу. Если встретится такая женщина, вы абсолютно не против построить семью, либо же гражданский брак. Но главное найти ту единственную и неповторимую. Ну, давайте-ка посмотрим, что у вас идет к финалу. Я буду разные ситуации называть, да, поскольку это общий расклад, а вы уже примеряйте, кому что подходит. Итак, что же у вас идет к финалу? У кого-то уже, возможно, появились мысли, какие-то задумки, планы, ну так, на перспективу полностью изменить свою жизнь. Причем это может быть как поменять место жительства, это может быть поменять женщину, поменять работу. Это такие глобальные перемены, которые вы можете обдумывать, да, потому что там, где вы сейчас, допустим, если вы живете с женщиной, к примеру, которая вам не очень нравится, да, с которой уже мертвые отношения, вы можете обдумывать, что да, эти отношения уже идут к финалу, и ну, нельзя человека заставить полюбить себя, да. Кстати, давайте сделаем маленький опрос, напишите, ребят, вот как вы думаете, что в вашей жизни подходит к финалу, вот именно в вашей жизни. Кто-то может работать на той работе, которая вам не по душе. Может быть, вас условия, график, зарплата там не устраивает. Подумываете о смене работы, либо о подработке. Кто-то, может быть, планирует уехать в другой город, там, за границу на подработке, да. Кто-то хочет вообще круто изменить свою жизнь, начиная от своей внешности, от своего гардероба. Вот хочется, знаете, бывает, душа требует вот какого-то новшества, да, вот хочется какого-то рывка, порыва. У кого-то, может быть, даже проиграется, вот пойдет такое сумасшедшее саморазвитие. И, кстати, кто-то из вас точно, если пойдет на другую работу, здесь возможен даже карьерный рост. Поэтому такое, знаете, ваше любое начинание, оно будет довольно успешным. Плюс вот мне показано, что да, те, кто захотят поставить точку в отношениях, возможно, даже у кого-то еще чувства останутся, но вы поймете, что эти чувства остались только у вас, да, поэтому вы можете уйти любя, вы можете строить планы, да, чтобы уйти от человека,
любя еще эту женщину, да, но вы видите, что от нее холод, от нее, может быть, какая-то выгода идет, и того тепла, которое было когда-то, уже точно не будет. То есть здесь открываются новые горизонты, понимаете, и вы очень четко, либо уже кто-то осознал, да, либо вы в ближайшее время осознаете, что вот вы не хотите жить так, как живете, вы не хотите быть тем человеком, с которым вы сейчас. Вы не хотите работать там, где вы сейчас, вы не хотите такую зарплату получать, либо еще какие-то там бонусы, да. Вот хочется вообще всего поменять, ну, все поменять, да. Вот такой какой-то такой внутренний толчок будет. Вы можете сами даже немножко опешить. Захочется ставить точки с людьми, которые вас чем-то не устраивают. Вы будете прощаться, причем с легкостью, с людьми, которые хоть чем-то, хоть немножко, может быть, не так ответили, разочаровали. Вот какая-то легкость появится, да. Если раньше, может быть, вы боялись кого-то обидеть, не так сказать, то здесь вот с легкостью вы будете отметать людей, которые хоть взгляд не так поведут в вашу сторону. Что еще идет к финалу? Давайте-ка смотреть. Ну, снова мне показано, к финалу идут отношения, да, причем женщина, с которой вы пара, вы когда-то были пара, вы, в принципе, были предназначены друг другу. Опять-таки нам идет информация, да, это будет ваше четкое решение, вы не хотите больше этих отношений, да, ситуация повторяется. Причем, возможно, у кого-то действительно вот ситуация повторяется, из отношений в отношения. Допустим, это первый брак, была подобная ситуация, второй брак, там, третий. Захочется почувствовать себя мужчиной. Знаете, почему вот еще вы можете хотеть уйти из этих отношений? Потому что вы здесь себя, может быть, даже не чувствуете мужчиной. Не хочется уже ничего делать для этого человека, да, поэтому захочется просто поставить точку и, наконец, вот почувствовать себя победителем, да, победителем, может быть, с новой женщиной, победителем на новой работе, в новом городе, в новой стране, да, у вас как будто вот откроется второе дыхание, когда вот вы поставите точку там, где вы сейчас находитесь. Ребят, мне почему-то показано, что у кого-то из вас, да, ну поскольку это общий расклад, то я проговариваю. У кого-то из вас может проиграться, что есть женщина, да, может быть, вы уже в отношениях, но это либо же вы планируете с ней семью, да, либо, ну, просто вот как бы это такие стабильные отношения, но здесь женщина может забеременеть. Для вас это будет открытием, да. И, в общем-то, здесь скорее начнется уже совершенно другая история. Вам придется брать на себя ответственность, придется делать предложение. И вот здесь к финалу придет ваша такая некая свобода, да, потому что когда человек, ну даже в том же гражданском браке, здесь немножко не те ощущения, да, есть некое ощущение, что такая вот легкая свобода, ты вроде бы не расписан, хоть ты и живешь с женщиной, а здесь придется расписываться, потому что здесь будет лялечка. И, в общем-то, я вам скажу, что это отношения на перспективу будут довольно неплохие, стабильные, бесконфликтные. Здесь на какой-то период вас может шокировать это известие, да, вы можете, вот после того, как вы узнаете, что женщина беременна, вы можете на какой-то период отстраниться, шокированный, да, но потом все равно вы будете на себя брать ответственность, потому что вы как серьезный человек, ну, вы не можете бросить, да, оставить своего ребенка, тем более, что женщина вам, в общем-то, тоже нравится. Так, что еще нам расскажут? Какое-то важное известие придет, причем это какая-то ситуация, которая вас очень сильно беспокоила. Вот за что-то вы переживали, вы могли ночами не спать, с чем это связано, какая-то подвешенная ситуация. Здесь тоже и обман связан. Знаете, здесь какая-то ситуация, но опять же, примеряйте под себя, кому что подходит, да, это личное дело каждого. Вот то, за что вы переживали,
может быть, за обман какой-то, за предательство, за человека. И здесь вам как будто вот кто-то скажет, откроет глаза, что да, вот нет, что ничего страшного, что ты ошибался. Может быть, факты какие-то приведут, да, вот доказательства. И вы как прозреете, вы будете довольны и счастливы, что вы ошибались, что вы напрасно ночами не спали, напрасно переживали. Это может касаться любой сферы. Как работы, да, здесь могут быть конфликтные какие-то ситуации, которые вы, о которых очень сильно переживали. Может быть, уже кто-то думал, что все, будут вас увольнять, сокращать, там еще что-то, да. Но вам скажут, что не-не-не, дорогой, ты ошибаешься, все совсем не так. Поэтому вы будете довольны и счастливы. У кого-то, кстати, может проиграться примирение. Вот если вы с женщиной, да, вот допустим, ну это может быть просто общение, да, это может быть примирение даже у кого-то с прежней женщиной. Если, в общем-то, вы того захотите, потому что, ну, знаете, эта женщина придет к вам сама. Сама придет как бы, ну, с таким покаянием, да, вот она как бы начнет к вам с любовью проявляться. Это скорее такие свежие разводы могут быть, ну, либо же ссоры, может быть, вы еще не успели развестись. Здесь можно начать все с чистого листа. Здесь однозначно примирение и начало нового цикла. И вот ваше такое мнимое одиночество может прийти к концу, и начнется новая глава вашей жизни. Да? Совершенно будет все по-другому. Эта женщина поменяется, эта женщина покажет все-таки именно своими поступками, что да, она вас любит, она хочет с вами быть. Она много чего осознала, поэтому, если вы того желаете, вы можете смело мириться с этой женщиной. Так, ну и еще напоследок, что еще идет к финалу. Какая-то ситуация подвешенная. Возможно, кто-то из вас, опять же, это касается любой сферы. Возможно, кто-то из вас был в паузе в отношениях, да, вот быть вместе, не быть, вы могли брать осознанно паузу. Возможно, здесь была подвешена ситуация по работе, да, вот вы не знали, берут вас на работу, не берут, уходить, расставаться, там, оставаться, ну, в общем, здесь могла быть такая депрессивная довольно ситуация. Так. Все разрешится очень удачно, ребят, очень удачно. У кого-то ребенок, вот однозначно, там была беременная женщина, вот рождение ребенка, да. Кто-то, может быть, даже если сейчас у вас беременная уже женщина, да, и вы переживаете, как все пройдет, здесь и роды, все пройдет очень удачно, успешно. Все ваши какие-то такие подвешенные ситуации, связанные хоть с женщиной, хоть с работой. Кстати, у кого-то может проиграться, что, может быть, вы ждете результаты анализов, да, и вы переживаете, все ли там хорошо, то, в общем-то, анализы вас, обследование вас порадует. И ничего такого плохого, критичного я не вижу. Наоборот, знаете, вот после той трансформации, которую вы пройдете, вот когда вы начнете жизнь чистого листа, у вас как будто откроется второе дыхание. Особенно это будет касаться тех, у кого появится новая женщина, новые отношения. И здесь, ну, вам захочется просто сворачивать горы, да, потому что новая женщина, там, у кого-то это семья, у кого-то дети могут проиграться новые, да. Поэтому вы такую мужскую силу в себе почувствуете, вы настолько будете такой весь вдохновленный, настолько поверите в себя, в свои силы, в свои возможности, ну, то есть почувствуйте себя таким мужчиной с большой буквы, да, потому что раньше вас не ценили, а вот в новых отношениях у вас проснется вот именно вот эта мужская такая энергия добытчика, да, вот человека, который заботится, человек, который оберегает свою женщину, там, своего ребенка, да, вот покровительство какое-то. И вообще, знаете, многие из вас посмотрят на прежнюю жизнь с таким каким-то скепсисом, что ли, да, с каким-то таким ощущением, как я мог жить так раньше, да, потому что ваша жизнь начнет вообще меняться кардинально. У кого-то в личная жизнь, у кого-то работа, у кого-то два в одном, внутренне, да.
И даже я вам скажу, что когда вот вы вот поверите в себя, когда вот внутренняя такая энергия проснется, у кого-то могут даже такие, ну, относительно небольшие болячки даже пройти. Ну, к примеру, у вас там, может быть, часто голова болела, да, там, либо еще что-то. Вы можете заметить, что голова-то перестала болеть, да? Вот как-то жизнь поменялась, ощущение внутреннее поменялось, и голова перестала болеть. Поэтому, ребят, довольно неплохая жизнь у вас впереди. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!